Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт «Принц Евгений». У торта статусное название, но он получается очень-очень домашним. Он по-домашнему просто готовится, он очень по-домашнему уютно выглядит, и в составе у него все очень просто, очень по-домашнему. Это нежный шоколадный бисквит с добавлением тертого миндаля, это прослойка из вишни и нежный крем на основе взбитых сливок. Немножко тертого шоколада сверху. Очень вкусно. Давайте приготовим. Для бисквита нам понадобится 5 яиц, 200 грамм сахара, 150 грамм сливочного масла, 125 грамм муки и 125 грамм тертого миндаля. Я миндаль прокрутила через мясорубку. 30 грамм какао-порошка, пакетик разрыхлителя для теста, вес пакетика 10 грамм и щепотка соли. Смешиваем муку, разрыхлитель и какао-порошок и обязательно просеиваем. Всыпаем тертый миндаль и еще раз хорошо размешиваем, чтобы все сухие ингредиенты равномерно распределились по объему. Куриные яйца разделяем на белки и желтки. И поскольку в дальнейшем белки мы будем взбивать, следим, чтобы при разделении в белки не попало ни грамма желтка, то есть ни грамма жира. А также очень важно, чтобы емкость, в которой вы будете собирать белки, была чистой и сухой, без следов влаги и жира. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника и дать ему согреться. Взбиваем масло 3-5 минут на высокой скорости вращения миксера. Постепенно всыпаем сахар и взбиваем еще 3-5 минут. В масляную смесь по одному добавляем куриные желтки, каждый раз хорошо пробивая миксером. В процессе взбивания не забываем периодически подбирать масло со стенок посуды, чтобы оно взбивалось равномерно. Когда все желтки будут добавлены, взбиваем еще 3-5 минут до образования светлой воздушной массы. Перед тем, как взбивать белки, лопасти миксера моем с моющим средством и обсушиваем, чтобы они были чистые, без следов влаги и жира. Всыпаем щепотку соли и, постепенно увеличивая скорость вращения миксера, взбиваем белки до устойчивых пиков. Вот до такого состояния. И далее нам нужно будет все соединить в бисквитное тесто. В масляную смесь можно попеременно добавлять взбитые белки и мучную смесь, а можно сначала вмешать всю мучную смесь, а затем уже вмешать взбитые белки. Мне удобно делать именно так. Постепенно добавляем смесь муки и какао, размешиваем. Я сначала просто размешиваю лопаточкой и в конце коротко пробиваю миксером до однородности. В результате получается довольно густая шоколадная масса. В 3-4 приема добавляем взбитые белки. Вмешиваем, как обычно мы замешиваем бисквитное тесто, аккуратными складывающими движениями, двигаясь лопаточкой снизу вверх, стараясь максимально сохранить объем взбитых белков. В результате получается вот такое по густоте шоколадное тесто. По консистенции оно, пожалуй, чуть гуще, чем классическое бисквитное тесто. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 26 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Выливаем тесто, разравниваем. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке в течение 40-45 минут. Готовность определяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, тесто должно пружинить, либо при помощи деревянной палочки. Она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и дадим остыть до теплого. Когда бисквит подостынет, его можно будет вырезать из формы. Кладем на решетку и в таком виде оставляем бисквит на рабочем столе на несколько часов.
Бисквит должен полностью остыть и выстояться. Вот такой бисквит у нас получился в результате. Он довольно ровный и довольно высокий. Перекладываем бисквит на сервировочную тарелку. Берем какую-либо мерочку, это может быть тарелка, это может быть крышка, то, что вам удобно. И при помощи мерки надрезаем бисквит так, чтобы остались стеночки толщиной примерно в 1,5 см. Выбираем бисквит из середины, так, чтобы у нас образовалась такая своеобразная бисквитная чаша. Оставляем дно толщиной тоже примерно в 1,5 см. В результате у нас получается вот такая бисквитная чаша и кусочки бисквита. Они разные по размеру. Есть крупные куски, есть совсем крошка, есть мелкие. Крупные куски бисквита я разрежу. Не очень мелко, так чтобы были такие средние по размеру кусочки. И бисквит у нас подготовлен для сборки торта. Для начинки я возьму 600 грамм размороженной вишни без косточки. Можно использовать банку вишневого компота. Вишню я предварительно разморозила. Как видите, здесь довольно много жидкости вишневого сока. Сахар по вкусу. Я возьму 50 грамм, но вы можете взять либо больше, либо не использовать вовсе, если вы будете использовать вишневый компот. Он и так достаточно сладкий. Для того, чтобы загустить начинку, я возьму 30 грамм крахмала. У меня картофельный, но можно взять кукурузный, то есть по наличию. 300-400 мл жирных сливок для взбивания. Я обычно беру сливки жирностью 35%. Помимо этого понадобится сахарная пудра по вкусу. Я взяла 30 грамм, но можно взять больше, либо меньше. Крахмал разводим вишневым соком. Добавляем 5-6 столовых ложек до текучего состояния. Оставшиеся ягоды и сок кладем в кастрюлю. Сюда же всыпаем сахар по вкусу и перемещаемся к плите. Нагреваем до кипения. Следим, чтобы полностью разошелся сахар. Крахмальный раствор обязательно размешиваем, поскольку крахмал не растворяется в воде, он всегда стремится осесть. И вливаем тонкой струйкой. Прогреваем до загустения и снимаем с огня. В результате получается вот такой очень густой и очень вкусный вишневый кисель. Дадим ему слегка подостыть до теплого. Для удобства я зафиксирую корж в разъемной форме. Нижний корж можно предварительно пропитать либо сахарным сиропом, либо вишневым соком, для того, чтобы он был более влажным. Можно не пропитывать. В этот раз я не пропитывал, но, на мой взгляд, все же пропитать стоит. Выкладываем вишневую начинку, разравниваем и даем полностью остыть. Для крема взбиваем сливки с сахарной пудрой до устойчивого состояния. Весь выбранный бисквит делим примерно пополам. В одну половину добавляем примерно половину всех взбитых сливок, а вторую половину всыпаем в оставшуюся половину сливок и размешиваем. Выкладываем сверху и придаем куполообразную форму. Снимаем разъемную форму и украшаем торт тертым шоколадом и вишней. Собранный торт убираем в холодильник на несколько часов для пропитки, и наш торт готов. Торт получается очень нежным, воздушным, с интересной игрой текстур и интересным сочетанием кислого и сладкого. Вот такой красивый на разрезе. Итак, наш торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.